Знакомы чувства тревоги, страха, неуверенности, неопределенности, сталкивались с нестабильностью настроения, раздражительностью, высокой чувствительностью. Возможно, это проявлялось как чрезмерная ранимость или обидчивость, или как зацикленность на неприятной ситуации, приводило к бессоннице, к усталости, повышенной утомляемости и снижению работоспособности. Замечали нарушение аппетита, переедание или недоедание, может быть потливость, сердцебиение, колебания артериального давления или даже боли в голове, в области сердца или живота. Уверены, что в обозримом прошлом этих симптомов не было. Помните себя без них? Если так, то это хорошо, потому что от большинства перечисленных симптомов можно успешно избавиться, если их причиной стал один неприятный процесс, который обычно называют невротическим конфликтом. И как вы уже догадались, в этом видео мы будем говорить о причине неврозов и неврозоподобных состояний. И я уверен, что к концу видео вы научитесь различать тонкости, помогать себе и своим близким. Сразу схватим невроз за рога. Вот они. Чтобы схватить покрепче, разберем детали. Вы видите 3 слова: «хочу», «могу» и «надо». И в этих 3 словах почти вся наша жизнь. Наши способности или наше «могу» позволяют нам удовлетворять наши желания. Желания или наше «хочу» обычно более или менее согласованы с нашими возможностями и требованиями окружения. Или «надо». Если между этими 3 составляющими нет резких противоречий, то человека можно назвать здоровым и счастливым. Если противоречия выраженные и болезненные, то это и есть невротический конфликт. Также противоречия могут быть в самих желаниях, возможностях или требованиях, и они тоже могут приводить к неврозу. Разберем по порядку 6 типов невротических конфликтов, и все окончательно прояснится. Итак, невротический конфликт желаний или нашего «хочу». Говоря научным языком, мотивационный конфликт. Простыми словами, хочу и то и это, хочу и не хочу одновременно, разнонаправленные, взаимоисключающие желания просто разрывают личность, заставляют интенсивно искать компромиссы. И хорошо, если они со временем находятся или остается только одно желание, а второе угасает. Если же нет, то может развиться невроз. К примеру, Саше очень нравятся и Маша, и Катя. Девушки такие разные, и Саша никак не может выбрать одну из них. Мечтает, чтобы все 3 сменили религию и уехали жить в Персию, где он станет Искандером, а там можно будет найти еще пару жен. Пока же это невозможно, Саша, увы, страдает от невротического конфликта и фантазирует по ночам. Маша сильно хочет похудеть, но и покушать тоже любит. Сидит бедняжка возле холодильника и плачет. И если бы она знала, что Саша хочет увезти ее в Персию, где можно не париться насчет стандартов красоты, ее невротический конфликт наверняка бы разрешился. А Катя оригинальной Саше вообще не нравится. Какая нахрен Персия? Но зато нравится Сашина машина и домик тоже. И в Египет с ним тоже летать очень интересно. Но не всегда приятно. Если бы она знала про планы о 4 женах, ее невротический конфликт разрешился бы мгновенно. Явно не в Сашину пользу. Ух, какой напряженный сюжет. Сколько невротических конфликтов на одного персонажа. На этом кинематограф и держится. Уловили суть? Идем дальше. Невротический конфликт между «хочу» и «надо» -должен. Или нравственный конфликт. Еще Фрейд заметил это суровое противоречие между влечениями и требованиями культуры. До эмансипации и сексуальной революции в европейских странах с суровой протестантской пуританской моралью яркий выраженный невроз среди женщин был очень распространенным явлением. Хотелось им, любви и радости, но общество осуждало. И это все после разнузданной эпохи Ренессанса или Возрождения, с ее обнаженными статуями и картинами, после всех этих романтических романов про казанов и куртизанок. Очень резкое противоречие. Примеры вокруг нас. Не хочу учиться, а должен жениться. Несколько лет спустя жена заставляет ходить каждое утро на неинтересную работу, а ведь так хочется отдохнуть и попутешествовать, и тому подобное. Конфликт между «хочу» и «должен» может быть очень болезненным. Именно он описан в литературе как томление перед совершением подвига. Вот как в песне, к примеру. Двигаемся дальше. Невротический конфликт между разными требованиями или разными «надо». Ролевой конфликт. Должен сделать и то, и это, но есть противоречия, и надо выбирать. К примеру, Маша говорит, что надо покрасить дом в желтый цвет, а Катя требует, чтобы дом был покрашен в голубой. Если попытаться удовлетворить требованиям обеих, то наверняка получится дурдом, а пока это еще один шаг к Сашиному неврозу.
Невротический конфликт между «хочу» и «могу» или конфликт нереализованного желания. Саша хочет носить Машу на руках, ведь это так романтично. Но от жизни в Персии она так поправилась, что это просто невозможно. И многое вообще стало невозможно. Теперь Саше остается только фантазировать о минувшем. Невротический конфликт между «должен» и «могу» или адаптационный конфликт. У какого-то перса хватило сил поднять Машу, и теперь Саша должен разобраться с нахалом, иначе местные совсем перестанут уважать. Но как можно победить человека, который смог поднять Машу? Теперь страшно даже предположить, о чем фантазирует Саша. Невротический конфликт в пределах «могу» или конфликт неадекватной самооценки. После долгих колебаний Саша все-таки решил, что может победить здоровенного перса. Но по дороге к цели решил, что все-таки не может. А по дороге домой решил, что все-таки может. Но по дороге к персу опять передумал. Так он и метался туда-сюда, пока Маша не утащила его домой. Итак, мы перечислили 6 разных конфликтов, которые могут зародиться в этом треугольнике, состоящем из «хочу», «могу» и «надо». Все, дорогие друзья, вы получили в руки очень мощный инструмент для борьбы с невротическими конфликтами. Для того, чтобы им воспользоваться, надо сесть за стол, положить перед собой лист бумаги, нарисовать на нем треугольник, выписать свои желания, возможности и требования окружения, получить полную картину, найти в ней противоречия и изменить все так, чтобы противоречий стало как можно меньше. Если система уравнений с несколькими неизвестными не решается, звоните мне, и я помогу вам разобраться с этой задачкой. Будете еще удивляться, как все просто и легко. Пишите ваши версии в комментариях и подписывайтесь на канал.